Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, бюджетно, красиво, а самое главное полезно. Ну, друзья, я опять в очередной раз хочу вместе с вами спечь хлеб. Хлеб будет цельнозерновой, без закваски, без дрожжей. Ну, полезнее этого хлеба, наверное, ничего не бывает. И опять же, хлебов у нас уже с вами очень много было на моем канале. И фасолевый, и из брокколи, и творожный. И вообще, каких у нас хлебов только не было. Но мне это нравится, потому что мои девочки, мои мальчики, мои клиенты, они очень тяготеют за хлебом. Вот все им нужно с хлебом. И сегодня мы с вами сделаем такой рецепт, который очень-очень быстро, просто и легко делается. И хлеб получается действительно очень и очень вкусный, потому что все рецепты я пробую сама и угощаю этими рецептами всех членов моей семьи. Ну что, мои хорошие, идемте готовить. Для приготовления нашего хлеба нам сегодня с вами понадобится противень, маленькое полотенце, ложка силиконовая маленькая лопатка и из продуктов питания 400 грамм цельнозерновой муки, 350 миллилитров натурального йогурта или же кефира, немножко цельнозерновой муки, которой мы потом хлебушек наш присыпем, 1 чайная ложка соды, 2 зубчика чеснока и 1 чайная ложка соли. Вот и все, что нам нужно для нашего хлеба. Ну а теперь давайте приступать к замешиванию теста. Очень важно, мои дорогие, чтобы наш кефир или натуральный йогурт, если у нас жидкий, был чуточку теплее комнатной температуры. Я взяла свой кефир и подогрела его буквально 20 секунд в микроволновой печи. И вот он такой стал, видите, немножечко тепленьким. Теперь в кефир мы добавляем соду, соль и чеснок. Все это перемешиваем. И сейчас мы оставим наш кефир с содой, солью и с чесноком буквально на 5 минут, чтобы сода вошла во взаимодействие с кефиром. У нас же в нашем хлебе дрожжей-то нет, и закваски тоже. И это и будет являться тем компонентом, который поможет нашему хлебушку подняться. Видите, уже как пошла реакция. Видите, какая реакция? Уже все прямо поднимается. Буквально пару минуточек еще пусть постоит, и будем вымешивать наше тесто. Прошло 5 минут, и смотрите, как наша а-ля закваска поднялась. Вы видите? За счет соды и кефира произошло такое вот некое брожение. И теперь мы эту всю прелесть должны вылить в цельнозерновую муку. И потом приступим к вымешиванию теста. Я беру силиконовую ложку, чтобы ничего у нас не стучало, и постепенно начинаю вымешивать все ингредиенты. Комочков не должно у нас быть. Тесто прекрасно вымешивается. Он даже так звучит как-то пушисто. Тесто получилось вот такой консистенции, видите? Оно не жидкое, но и не совсем такое густое. Вот оно от ложки у нас отходит таким образом. Теперь мы должны переложить с вами это тесто на противень. Пергаментную бумагу мы должны вспрыснуть растительным маслом. И теперь с помощью ложки я буду выкладывать наш будущий хлеб. Вот так выглядит наше тесто. Сейчас я смочу руки водичкой и придам ему форму. Я хочу, чтобы мой хлебушек был вот такой вот формы.
чтобы можно было хорошо делать бутерброды. Ну, будет он очень даже красиво смотреться. Я сделала такой, не знаю, овальный, что ли. Теперь острым ножом мы делаем такие надрезики в нем. Все произвольно, как вам хочется. Можно так, можно еще и здесь сделать надрезики. И вот такая красота у нас с вами получилась. Теперь мы берем остатки муки и еще посыпаем этот хлебушек сверху вот так вот. И оставляем наш хлеб на противне минут на 20. После чего мы должны его отправить в духовку на 220 градусов. Вы только посмотрите, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какой хлебушек и как он хрустит. Я надеюсь, вы слышите этот звук. Я обязательно разрежу и вставлю этот клип в это видео. С вашего позволения я поставлю сюда досточку. Хлеб очень хорошо пахнет, он вкусный, он питательный и великолепно подходит для бутербродов. Хлебушек можно есть и с первым блюдом, и, как я уже сказала, с бутербродиками. Положить на него какой-то слабо солененький лосось, авокадо, украсить зеленью, ну и какой-нибудь салатик рядом, будет великолепная, сбалансированная у вас тарелка. Так что, мои хорошие, сделали и сегодня еще один рецепт моего хлебушка. И оставляйте свои комментарии, мне очень интересно, как у вас получается и нравятся ли вам мои рецепты. Спасибо, что вас у меня становится все больше и больше. И спасибо за ваши добрые слова и комментарии. Всех вас люблю. И до новых встреч, до новых полезных и вкусных рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!